steps in between being a great man of God and being where we are now. Мы забываем, что есть определенные ступени, через которые необходимо пройти, чтобы стать великим мужем Божьим, и между ним и нами есть эти ступеньки, которые мы можем преодолеть. И чтобы лучше осознать призвание Божье в своей жизни, ты должен стать членом лидерской команды в своей группе, либо организовать свою группу. It's in that setting that you best learn how to minister. И именно здесь ты учишься, находясь в этом служении, ты учишься, как лучше всего служить. Let's look now on page 4. Давайте посмотрим далее на 4-ю страницу. What are some basic communication skills? Несколько основных навыков общения. Now, we're not going to do this on the screen, but we're going to look down at the page. На экране дальше этого не будет пока чуть-чуть, мы посмотрим здесь наш конспект. What do you do when someone says something you don't quite understand? Что вы делаете, когда кто-то говорит, что вы не совсем понимаете? You say, well, I don't quite understand that. Could you please explain that again? Говорите ли вы, я не совсем понял, что ты сказал, можешь еще раз повторить, объяснить мне? So you're asking them to clarify. То бишь вы просите, чтобы человек прояснил свою мысль. Or you paraphrase it. Или вы перефразируете ее. And in this way, what you do is you take what the person said, but you put it in your own words and you say, now, is this what you meant? Другими словами, вы берете слова человека, как вы их поняли, перефразируете и говорите, ты вот это имел в виду? Remember, the most important communication skill is listening. And when you clarify or paraphrase, it allows a person to know you've really been listening to them. И вы помните, что основным навыком общения является умение слушать. И когда вы перефразируете мысль человека ему же обратно, он понимает, что вы слушаете внимательно, то бишь вы реагируете как-то на его слова. Now, what do you do when someone says something inappropriate? А что вы делаете, когда кто-то что-то неподходящее говорит? Maybe you're doing a Bible study on marriage. Вот, допустим, вы проводите учение о браке. And maybe they'll say, well, you know, I heard that Joseph, let's see, you're doing a Bible study on marriage, and they will say, well, I heard that Moses had 13 wives. Вы проводите учение о браке, и тут кто-то говорит, а вот я слышал, что у Моисея было 13 жен. And he's trying to take the whole lesson in a different direction. То есть как бы кто-то пытается увести все занятие в другом направлении. One thing you can do is you can do something called justifying. Ты можешь сделать что-то, что называется как бы оправданием. Well, you know, that's an interesting point. I didn't hear that before. Ты можешь сказать, о, интересная точка зрения, никогда этого не слышал еще. Would you mind if we waited till after we got through with the marriage material to talk about that? Would that be okay at the end of the meeting? Ты не возражаешь, если мы сейчас закончим наш материал по браку, а потом обязательно обсудим этот вопрос? And that way we value the person and what they've said. They don't feel rejected, but yet we've gone back to our material. Другими словами, ты показываешь, что ты ценишь человека, тебе не все равно, что он сказал, но тем не менее ты возвращаешься к своему материалу. Another situation we run into is where when we talk or ask a question, the member of the group just talks to us. Еще одна ситуация, с которой мы можем сталкиваться очень часто, когда мы задаем вопрос в группе, один человек какой-то включается и дает ответ нам, и начинает беседу только лишь с нами. Maybe I'm the group leader. Вот, допустим, я лидер домашней группы. And when I ask a И question, когда я задаю вопрос, Dennis answers. Денис отвечает, But he just looks at me like he's just talking to me. но смотрит на меня, как будто только со мной и разговаривает, других нет никого. Then you use a skill called redirecting. Тогда вы используете такое умение, которое называется умение перенаправлять. And so in this, I would say, I would look to someone else in the group and I would say, Mary, what do you think about what Dennis just said? В таком случае я посмотрю на кого-то еще из группы и скажу, Маша, а что ты думаешь по поводу того, что сказал Денис? And that way you're trying to get Dennis's attention on another member or other members of the group as well. Другими словами, я стараюсь, чтобы внимание Дениса переключилось на других членов домашней группы также. Sometimes a person has a very good thought. Иногда у человека очень хорошая мысль возникает. And so you say, that's a wonderful thought. Could anybody else want to add to this? И ты говоришь, замечательная мысль. Кто-то хочет еще что-то добавить к этому? And that's called extending the thought. И это Extending. называется расширение мысли. And you see at the very bottom of page Развитие 4, ее. it says one communication skill we want to frequently use, we want to affirm, affirm, and affirm. И внизу, посмотрите, там навык коммуникации, который следует использовать часто. Утверждать, утверждать и утверждать людей.
When people leave the group meeting, one thing you want them to be is you want them to be encouraged. Когда люди уходят с собрания домашней группы, обязательно следите за тем, чтобы они уходили вдохновленными. Now, I want to make mention to two other skills that are not listed here. Я хочу еще два умения упомянуть здесь, которые здесь не перечислены. In some groups, there is a person who always talks a lot. На некоторых группах есть человек, который постоянно много говорит. That person is called a monopolizer. Такой человек называется монополистом. What do you do with a monopolizer? Что вы делаете с монополистом? If you know someone is a monopolizer, Если вы знаете, что этот человек монополист, you wait for them to sit down. вы ждете, пока он присядет, Then you sit right next to them. потом садитесь рядом с ним. Because you see, they don't receive any eye contact from you. В таком случае он не будет получать контакт зрительный с вами. And eye contact gives a person permission to speak. Потому что установленный зрительный контакт позволяет человеку говорить. Also, if they start talking, sometimes you can kind of squeeze their arm as a sign, it's a little too long. Иногда, когда он начинает говорить, и уже слишком долго, вы можете его за рукав подергать так, But показав, что if they хватит уже. continue to be a monopolizer, Но если он продолжает быть монополистом, there's something I will do. то есть что-то, что я сделаю в таком I will случае. go to them privately Я потом лично подойду к этому человеку and I'll say this. и скажу следующее. I have a problem. У меня проблема вот возникла. My problem is I can't seem to get all the people in the group to interact. Похоже, я не могу заставить всех людей участвовать в группе. Could you help me with my problem? Ты можешь мне помочь разрешить эту проблему? Next group meeting, could you sit right beside me? На следующем собрании сядь, пожалуйста, рядом со мной. And could you make a list of all the people that come? Сделай список всех людей, которые приходят к нам на группу. And when I'm able to get them to interact, check their names off. И когда ты увидишь, что мне удалось завязать с ними беседу, что они участвуют в беседе, ставь там галочку. Помогая решить вам вашу проблему, они решают свою проблему. And I found time and time again, this helps to satisfy the situation. И я уже много-много раз убеждал в том, что такой метод позволяет But разрешить ситуации. there's подобные. one more thing I need to say about the monopolizer. Но есть еще кое-что, что я должна сказать о монополисте. Sometimes the monopolizer is someone who has a problem in their lives and they need attention and ministry. Иногда монополисты – это те люди, которым очень необходимо внимание. Они уделены, у них недостаток внимания в своей жизни. Им необходимо служить. And sometimes after we give them that attention and ministry, they don't have a need to monopolize anymore. И после того, как мы уделим им это внимание и будем служить им, они уже не будут монополистами. Не будет такой потребности. Sometimes a monopolizer is crying for help. Иногда монополисты, они ведут себя так, потому что просто взывают о помощи. Now, another type of person we sometimes have is a silent onlooker. They hardly say anything. Еще один человек, который к нам порой часто приходит на домашнюю группу, называется молчун. So first in a group, you wait for that person to sit down. Он обычно всегда молчит, понятно из названия, да? And- Он садится, Then you sit directly across from them. и когда он присел, вы садитесь прямо напротив него, So they get lots of eye contact from you. чтобы он мог легко установить зрительный контакт с вами. And often you just look at them with a look in your eye like, it's time for you to speak. Just give them that look. И очень часто постарайтесь смотреть на таких людей, призывающим взглядом для начала беседы. Пора и тебе что-то сказать. If it seems appropriate, sometimes I'll also say to that person, well, Dennis, what do you think about that? И иногда, если вы чувствуете, что можно задать вопрос, вы говорите: Денис, ну а что ты по этому поводу думаешь? Other times, I will also make a visit to that person's home just to get them to know them a little bit better, where they'll feel more comfortable with me, and many times they'll be more comfortable than with a group. Очень часто я считаю полезным посещать таких людей, чтобы эти люди знакомились с тобой как с лидером и чувствовали себя в единстве с тобой, и впоследствии им станет легче уже влиться во всю группу и познакомиться со всеми, и общаться со всеми. Let's look now at page 5. Давайте на 5-ю страницу перейдем. I'm going to try to go quickly through page 5 so we can take a break now. Сейчас мы быстренько пройдем по 5-й странице, и будет перерыв у нас большой. Now we see at the top of page 5, for many groups, dynamics are much more enjoyable when you ask a sharing question or icebreaker at the beginning, and some do it at the end of the meeting. Для многих людей происходящее во время собрания группы становится намного приятнее, когда лидер задает вопрос для обсуждения или ледокол перед началом или концом каждого собрания.
An icebreaker sharing question is a neutral question without a right or wrong answer, only one's experience or viewpoint. И ледокол или вопрос для обсуждения представляет собой нейтральный вопрос, не имеющий правильного или неправильного ответа. Это чье-то переживание или точка зрения. Okay, we also see that there are many types of sharing questions or icebreakers. Существует много разных видов вопросов для обсуждения или ледоколов. Go ahead and read these down. Прошлое. Кто был твоим лучшим другом, когда ты рос? Почему? Настоящее. За что в своей жизни ты благодарен более всего? Будущее. Расскажите о том, чем вы, возможно, будете заниматься через 5 лет. Почему это будет важно для вас? Координация. Если темой было спасение или свидетельство, вопрос может быть таким. Когда вы впервые услышали об Иисусе? Где вы были в то время? Воображение. Если бы вы унаследовали $1 миллион, что бы вы сделали с этими деньгами? Утверждение. Что вы цените в каждом человеке, находящемся в этой комнате? Почему? What are the benefits of a sharing question? В чем польза для людей в этих вопросах? First of all, it gives everyone an opportunity to share. Во-первых, это дает каждому возможность поделиться чем-то. And see, if people share around a question like this, they're more likely to share than around the Word of God. И когда люди могут ответить на такие вопросы и участвовать в обсуждении этих вопросов, то наверняка они будут участвовать уже в обсуждении Слова Божьего. Secondly, Во-вторых, it's a safe question that allows a person to give insight into their lives. это обеспечивает безопасный вопрос, который позволяет человеку по-иному взглянуть на свою жизнь. A few minutes ago, when you did the sharing question about where did you live when you were 12 years old, didn't you learn a little bit more about the life of someone else that you didn't know before? Разве вот когда вы отвечали на вопросы по тому, где вы жили, когда вам было 12 лет, вы узнали что-то новое о жизни других людей, правильно? Yes, wouldn't you enjoy getting to in a Bible discussion then with the same people? И разве не понравилось ли вам потом бы участвовать в обсуждении Божьего Слова с этими людьми? Okay. Now, what are the guidelines to a sharing question? Рекомендации по вопросам для обсуждения. Okay. First, the leader needs to begin with clear instructions. Лидер должен дать для начала четкую инструкцию. And you need to give these instructions every time. И необходимо постоянно напоминать об этих правилах. There might be new people there, people might forget. Потому что могут приходить новые люди, люди могут забывать об этом. The first thing is to take no more than 1 minute in response. Во-первых, не занимайте больше 1 минуты на ответ. Because remember, some people can take a long time. Потому что вы помните, что некоторые люди могут долго вам рассказывать о If чем-то. someone starts to take a long time, I'll pretend like I'm an alarm clock and I'll go, ding, 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 I'm sorry, your minute's over. Если кто-то начинает слишком долго говорить, я могу сделать так, там, динь-динь-динь, притвориться будильником и сказать, извините, ваша минута окончена. What you have to say is so interesting, but we need to move on. Вы так интересно рассказываете, но нам нужно двигаться дальше. And that way everybody clearly is reminded. Ну, таким образом все четко и ясно понимают, что надо делать. Secondly, we go around the circle so each person has an opportunity to share. Второе, мы отвечаем по кругу, чтобы каждый человек имел возможность ответить, поделиться своим And ответом. remember, if a person doesn't feel comfortable, just let them pass and go to the next person. И помните, что если человек чувствует себя неуютно, как-то неудобно отвечать на этот вопрос, пропустите его, пусть отвечает следующий человек. And thirdly, don't ask questions at this point because it makes that minute longer. И в-третьих, не задавайте никаких вопросов на этом этапе, чтобы минута у нас была минутой. And so before our break, you have another sharing question. И перед тем, как мы пойдем на перерыв, у вас вот есть один вопрос для обсуждения. And I'm going to ask you to get with another 2 people. Попрошу вас сейчас опять разбиться по 3 And the человека с question другими is, уже людьми. if you inherited $1 million, what would you do with that money? И вопрос следующий. Если бы ты получил наследство $1 миллион, что бы ты сделал с этими деньгами?